современном мире мы уже не можем представить себя без телевизоров, компьютеров, телефонов и других электронных устройств, которые ежедневно оказывают колоссальную нагрузку на наши глаза. Сегодня мы рассмотрим ряд упражнений, способствующих расслаблению и восстановлению зрительных органов после работы за компьютером, а также попробуем правильно организовать рабочее место перед монитором. Здравствуйте, мои хорошие! Наверное, многие замечали, что длительное пребывание за монитором компьютера отрицательно сказывается на нашем зрении. Происходит покраснение глазных яблок, жжение, сухость, боли в лобной части головы. Но это лишь верхушка айсберга. Регулярные компьютерные бдения неизбежно приводят к ухудшению зрения. В основе этих малоприятных процессов лежат две основные причины. Во-первых, мерцание монитора вызывает чрезмерное напряжение глазных нервов и, как следствие, замедление кровообращения, в результате чего возникает дефицит кислорода и питательных веществ, а также накопление продуктов обмена внутри глазного яблока. Во-вторых, работающий за компьютером человек практически перестает моргать и двигать глазами, уменьшается омывание слезой глаза, что провоцирует его сухость, а перенапряжение глазных мышц вызывает целый ряд неприятных ощущений. В наш век повсеместной компьютеризации проблема напряжения и усталости глаз встречается почти у 90% людей. Это и не мудрено, ведь помимо работы, наш досуг тоже зачастую тесно связан с электронными устройствами, планшетами, телефонами, компьютерами, телевизорами, электронными книгами. Что делать, чтобы глаза не болели, и как сохранить их здоровье и молодость? Вот несколько простых, но эффективных способов заботы о своем зрении. Во-первых, свет на монитор должен падать сбоку, желательно с левого. Искусственный же свет должен распределяться равномерно, поэтому применение одной только настольной лампы нежелательно. Во-вторых, свет должен быть умеренным, поэтому в солнечный день на окнах не помешают жалюзи или шторы. Блики на стенах, полированной мебели, экранах телевизоров или компьютеров приводят к излишнему напряжению глаз. Если вы работаете с документами и вам приходится постоянно смотреть вниз-вверх, это также может вызвать излишнее напряжение и усталость глаз. Используйте подставку под документы, которую следует разместить на уровне монитора. Не забудьте также о соответствующем освещении документа. Моргание крайне важно при работе за компьютером. Оно помогает увлажнять поверхность глазного яблока и препятствует раздражению и сухости глаза. Возьмите за правило каждые 20 минут отрываться от работы на компьютере и медленно моргать хотя бы 10 раз. Гимнастику для глаз необходимо делать не реже 2 раз в день и желательно в одно и то же время. Вот комплекс упражнений, которые помогут снять усталость глаз, а также улучшить и сохранить зрение. Для того, чтобы дать вашим глазам эффективный отдых, переместитесь на участок с освещением, отличным от вашего рабочего места. Снимите очки или контактные линзы, если вы их носите. Каждое упражнение необходимо делать минимум в течение 30-40 секунд. Посмотрите влево. Затем медленно переведите взгляд вправо. Голова неподвижна. Работайте только глазами. Медленно поднимите взгляд на потолок. Задержите на пару секунд. Затем также медленно опустите его на пол и тоже задержите. Голова во время выполнения упражнения остается неподвижной. Представьте перед собой большой циферблат. Выполняйте круговые движения глазными яблоками по часовой стрелке и в противоположном направлении. Движение глаз по диагонали. Скосите глаза в левый нижний угол, затем по прямой переведите взгляд вверх. Аналогично в противоположном направлении. Следующее упражнение. Встаньте возле окна, сосредоточьтесь на предмете, расположенном в непосредственной близости, точка на оконном стекле, а потом переведите взгляд на удаленный объект, дом или дерево. Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз. Теперь самое приятное. Закрываем глаза, расслабляем тело. В таком положении сидим секунд 10-20.
Вот еще один комплекс упражнений, дающий очень впечатляющие результаты от знаменитого американского офтальмолога Уильяма Бейтса. Данная гимнастика научит расслаблять глазные мышцы и вернет способность видеть четко и ярко. Сядьте за стол, обопритесь на локти, расслабьте запястья, кисти и пальцы рук. Согрейте ладони, потерев их друг от друга. Закройте глаза ладонями, пальцы должны пересекаться на лбу. Ладони должны накрывать веки, подобно куполу. Почувствуйте темноту. Погружение в темноту способствует выработке в светочувствительных клетках родопсина, вещества, необходимого для ясного зрения. Представьте темные воды озера или черную глубину ночного неба. Постарайтесь погрузиться в эту темноту с головой, проникнуть в самый центр окружающей ночи. Через некоторое время необычная зарядка вызовет в вашем воображении образы, виденные ранее. Сопротивляться этому не нужно. Уберите руки от век и ощутите разность в температуре и яркости. Зажмурьтесь и откройте глаза. Кроме гимнастики для глаз, будет полезным включить в рацион питания продукты, улучшающие остроту зрения, такие как черника, печень трески, рябина, черная смородина. Свежая зелень, к ней относят петрушку, укроп, молодую белокочанную капусту, брокколи, шпинат, сельдерей, замедляет старение тканей глаза, предупреждает разрушение сетчатки. Рыба и морепродукты богаты жирными кислотами омега-3. Данные кислоты отвечают за четкость и остроту зрения. Фрукты – киви, лимон, апельсины, грейпфрут – богаты витамином С, который тоже способствует улучшению зрения. Очень полезны для зрения за счет содержания цинка грецкие орехи, тыквенные семечки и орехи кешью. Из напитков важное значение для хорошего зрения имеет ежедневное употребление зеленого чая. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!